И вот футировка у нас очистилась. Она у нас хорошенькая, чистенькая, беленькая. Стекло мы поднимаем. Стало вообще нестерпимо жарко. И будь добр, зажги, пожалуйста, какое-нибудь полено, чтобы показать, как она воздух забирает. Не газету, она быстро прогорит. Ну вот это полено сунь. Ладно, сейчас попробуем показать, как она берет воздух. Быстренько, быстренько, быстренько подноси ее туда к отверстию. Вот, видите, да? То есть вот так вот топка засасывает воздух через это приточное отверстие в коробе. Все, можешь выключать. Меня говоришь. Так. Не достянешься? А так-то бы да. Может, поставишь лесенку? Остается. А вот так вот у нас через выпускное отверстие воздух выходит. Вы видите, что пламя у нас совсем в другую сторону. Теперь искры летят. Ну, в общем, очень хорошее движение воздуха у нас в топке. Ух. Так. Футировочка беленькая, огонь горит прекрасно, стекло поднято, и вот нижней кромки стекла нет. И даже если стекло опустить, пламя визуально не разрезается. В общем, топка супер, я рекомендую. Стекло чистое, чуть-чуть затемнение внизу, это вообще не считается. Стекло не пачкается. Мои всяческие рекомендации всем, кто присматривает себе хорошую, люксовую, красивую топку. Причем за вполне нормальные деньги.